Здравствуйте. Кофе– один из самых популярных напитков в современном мире, дарящий неповторимый аромат, бодрость и ощущение праздника. Однако не все могут употреблять этот напиток по состоянию здоровья. Сегодня же я предлагаю рассмотреть различные альтернативы кофе, их влияние на разные аюрведические конституции души и способы расширить палитру наших вкусовых предпочтений. Общие рекомендации по приготовлению заменителей. Все рассматриваемые сегодня травы не содержат кофеин. Чаще всего для имитации вкуса кофе их сильно обжаривают, иногда до черна, подобно кофейным зернам. Однако я не полностью согласна с таким подходом. Хотя в аюрведе существуют методы приготовления, превращающие продукт в угольки для конкретных целей, регулярное употребление подгоревших продуктов в обычной жизни, скорее всего, приведет к избыточному закислению крови и нагрузке на печень, что негативно скажется на здоровье любой конституции. Я считаю, что бесполезно искать точный заменитель кофе, который бы воздействовал на тело и ум также. Вместо этого я предлагаю расширить вкусовую палитру и увеличивать разнообразие напитков, чтобы они постепенно вытеснили кофе. Идентичной по вкусу и запаху здоровой замены не существует, а имитация всегда проигрывает оригиналу. Поэтому я призываю не сжигать травы на сковороде. Лучше медленно высушивать их в духовке. При желании можно немного усилить обжарку. На моей практике обжаривание в духовке проще и вкус получается богаче, так как на сковороде травы быстрее подгорают, требуя постоянного помешивания. Старайтесь избегать откровенно сгоревших продуктов. Заваривать предложенные травы можно на воде, коровьем или любом растительном молоке, миндальном, кокосовом, рисовом. Выбирайте основу, которая вам больше нравится. Альтернативы кофе без кофеина. Первое– цикорий, касания. Это, пожалуй, самый распространенный заменитель кофе, известный в аюрведе как касани или касни. Для напитка используют сушеный кои. Его можно просто заваривать или обжаривать, запекать для придания горьковатого, более кофейного вкуса. Отвар из корней цикория также можно добавлять непосредственно в кофе для снижения воздействия кофеина. Характеристики по аюрведе: горький, холодный, сладкий. Действие: снижает воспаление и температуру, очищает печень, останавливает кровотечение, включая менструальное, снимает отеки, расслабляет, обладает седативным эффектом, поэтому подходит для вечера, а не для бодрости. Полезен при гастритах, язвах, обладает легким слабительным действием, снижает сахар в крови, усиливает движение желчи, помогает при аллергии. Подходит для повышения капа и пита душ. Осторожно, может вывести из равновесия вата душу. Не рекомендуется беременным, может спровоцировать аборт. Второе. Ячменный кофе. Это известное в аюрведе средство, которое является сильным диуретиком, мочегоном и снижает воспаление. Характеристики: горький, прохладный, легкий. Действие: снижает воспаление ЖКТ, усиливает движение желчи, поддерживает здоровье печени и мочевыводящей системы, способствует снижению массы тела, взаимодействует с жировой тканью. Подходит для конституции капха и пита. Осторожен для вата доши из-за мочегонного эффекта. Третье. Кэра. Для приготовления используется плод рожкового дерева, бабы кэраба. По виду и вкусу он напоминает какао, но не содержит кофеин, более сладкий. Обладает всеми вяжущими свойствами бобовых. Основное применение– лечение диареи. Он хорошо выводит слизь из ЖКТ, собирает стол, снижает воспаление и помогает восстановить микрофлору кишечника. Характеристики: горький, сладкий, горячий. Подходит в первую очередь для капхи, но в избытке может слишком быть питательным. В составе формы может принести пользу любой конституции. Осторожен для пита, может быть избыточно горячим, для ваты слишком сушащим. Четвертое. Жареные финиковые семечки. Семена, косточки обычных фиников промывают, высушивают, обжаривают, перемалывают и заваривают. Действие: богато минералами, поддерживает здоровье костной и нервной ткани, а также крови, снижает воспаление, укрепляет иммунитет, поддерживает очищение печени, снижает уровень сахара в крови. Могут бодрить, поэтому пейте осторожно во второй половине дня.
Подходит для конституции ваты и пита. Осторожно, для капхи может быть избыточно питательным. Рекомендовано контролировать порции, пить без подсластителей. 5. Жареные черные фиги, сухофрукты. Черные фиги используются для получения темного цвета напитка. Их высушивают, обжаривают, смягчают и заваривают. Получается своего рода темный компот. Вы также можете использовать и другие сухофрукты, чтобы разнообразить напитки. Характеристики: сладкий, питательный. Подходит для конституции ваты и пита. 6. Древесные грибы. Чага, лиши и жолик гребенчатый. Чага известна укреплением иммунитета, снижением холестерина, замедлением роста раковых клеток, стабилизацией давления. Общее для грибов аюрведа. Традиционно отношения сдержанные считаются тяжелыми и заземляющими. Однако современные взгляды относят чагу и лиши к продуктам рассаяния, восстанавливающим, укрепляющим тело и ум, подобно ашваганде. Действие обладает свойствами адаптогенов, укрепляет иммунитет и нервную систему. Подходит для всех конституций. Осторожно, в избытке могут выводить из равновесия капхи. Травы для восстановления нервной системы печени. Кофе часто негативно влияет на нервную систему вата и кровь, печень, пита. Следующие травы помогут восстановить эти души, выступая полезной заменой. Корень одуванчика – общедоступное растение, которое часто используется для очищения крови и восстановления печени, детокс. Характеристики: горький, холодный. Действие: отлично подходит для весеннего и осеннего детокса. Можно заваривать или обжаривать для более интенсивного вкуса. Подходит для конституции пита. Осторожно для ваты и капхи, может быть избыточно холодным. Рекомендуется смешивать с согревающими травами. Корень лопуха. Еще один сорняк, который отлично подходит для очищения крови и печени. Характеристики: горький, но мягче одуванчика, питательный. Подходит для конституции пита. В составе формулы может использоваться капха и вата. Друзья, я и дальше буду публиковать на своем канале полезные видео из мира аюрведы, науки о здоровье. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с другими, пишите комментарии, я буду рада вас видеть в качестве моих